с приходом первого снега, видите, я нервничаю. Кстати, камера достаточно хороша для того, чтобы увидеть, сколько уже седых волос прибавляется. Да. Вечер добрый. Хотел бы сегодня поговорить на тему стресса. Если кто-то против, просьба покинуть зал. Сразу хочу извиниться за картинку, но придется мириться с тем, что есть. Тут потихонечку наступает полярная ночь. У нас сейчас время 7 часов вечера и уже темно-темно. Да, в принципе, уже в 4 было темно-темно. Почему я решил поговорить на эту тему? Потому что, вот, например, с приходом первого снега, видите, я нервничаю. С приходом первого снега многие, наверное, те, кто работают на больших грузах, возможно, но это не точно, фальшиво радуются. Вообще, составляющая стресса на работе – это, конечно, не только погода. Кстати, камера достаточно хороша для того, чтобы увидеть, сколько уже седых волос прибавляется. Да. Давайте просто немножечко глубже окунемся в тему, что вообще вызывает у нас стресс. Вообще стресс – это уже начинается с того, что вас ограничивают в свободе и пространстве. Что у вас есть некое ограничение по жилплощади, скажем так, к которой вы привязаны на протяжении какого-то времени. Человеку свойственно быть свободолюбивым и свободным, и вот такие вот штуки, как тахограф, уже тоже подразумевают, что ограничение времени вызывает у вас стресс. Стресс, потому что вы привязаны ко времени напрочь. Сколько вы можете работать, сколько вы можете ехать и так далее и тому подобное. Вы вообще можете назвать мне рабочее место, где нормированный рабочий день составляет от 13 до 15 часов, из-за превышения которого вас могут оштрафовать, и в которое у вас реального перерыва 1,5 часа. И то, как выяснилось в некоторых компаниях, в этот перерыв вас заставят заправиться, поменять колесо или еще какой-нибудь фигней страдать. Да, при лучшем раскладе, разумеется, у вас может быть и гораздо короче рабочий день, но не забывайте, что вы все равно привязаны вот к этой будке. Эта будка — ограничение, которое, по сути, вы сами и выбрали. Мы сами и выбрали. Стресс — это то, что вами зачастую руководят абсолютно некомпетентные люди. Люди, которые никогда не сидели за рулем грузовика, никогда не ставили себя в жесткие временные рамки. Вот. Как это работает? Это как дрон, которым вы не умеете управлять. Всегда проще распоряжаться имуществом, которое вы не видите и по факту, которое к вам не имеет никакого отношения. Ну, какая грязюка. Ну ладно, да, не потерпит. Согласитесь ведь, да? Поэтому и логистика зачастую так работает. Времени ни у кого ни на что не хватает. Ваше время становится совершенно не вашим. Оно используется для того, чтобы доставить груз. Да, это немаловажно, но, например, в последнее время у меня еще вызывает стресс то, что я доставляю этот груз людям, которые ко мне не имеют никакого отношения. Это не родные, не близкие, не знакомые, не друзья. Это какие-то аборигены, живущие на севере или на юге совершенно чужих мне стран. И поэтому отчасти, несмотря на все трудности, я завидую тем, кто работает на местности. Вот моим подписчикам, кто работает внутри России, Украины, Эстонии, Белоруссии. Вы хотя бы делаете что-то полезное для своих. А в остальном вы просто, скажем так, шестереночка, винтик. В случае
неисправности которой вас просто заменят другим винтиком. И никому нет дела, ничего глубже. Вы инструмент и ничего больше. Так, документы вроде я положил вчера. Должны быть тут. Да. Документы на груз сопроводительные все здесь. Поэтому вообще по умолчанию эта работа, она себя изживает. Потому что если вы посмотрите опять же ролик по сравнению Европы и Скандинавии, да, в Скандинавии немножко поменьше стресса, но зимний сезон с лихвой компенсирует, скажем так, все европейские недуги в виде полиции, контроля, ограничений, парковок и прочего. Я думаю, что на самом деле каждый из вас понимает, насколько это стрессовая и хреновая работа. Просто сделаем, как в Эстонии говорят, небольшой коккувытта. Подведем итог. Почему же так сложно найти водителей? Ну, собственно, по всему потому, что я уже только что перечислил. Оно вам надо жить в будке, быть ограниченным по времени, стрессовать из-за погоды, стрессовать из-за времени доставки груза, который вам не принесет никакой пользы и не принесет пользы вашим близким. И все это для того, чтобы просто заработать чуть побольше денег. А тем, кто работает на местности и, например, ночует дома и так сильно не привязан к машине, он будет получать ровно столько, чтобы хватило на поесть, поспать, оплатить место, где поспать и, ну, немножечко с каким-то комфортом провести время. А чтобы вы не обольщались насчет зарплат, то скажу так. Эстония не делает ничего для того, чтобы помочь работодателю достойно платить зарплату работнику. Ни одно государство, по сути, не способствует напрямую таким вот вещам, потому что, не знаю, в современном мире это им не надо. Ой, о чем это я? Давайте я вам лучше перечислю теперь основные стрессовые моменты на работе. Первое – ограничение по времени. Второе – ограничение пространства. Третье – отношение к вам как к рабочему инструменту, который, в принципе, можно не беречь, потому что есть любой другой запасной такой инструмент, и за порчу которого, по сути, ну, маловероятно, что кто-то понесет ответственность, кроме как вы. Удаленка от дома, одиночество, хотя для многих это тяжело, для меня это 50 на 50, одиночеством я бы это не назвал. Погода, подконтрольность, тотальная подконтрольность и ощущение, что вы делаете что-то не так, точнее, вы делаете что-то не то. Я уверен, что многих из вас такое ощущение преследует. Кстати, комментарии открыты, вы можете писать свои мысли, свои чувства. Хотя на такой работе, я думаю, что чувства лучше запихнуть. Этот ролик занял у меня целую неделю, потому что стресс, когда ты окружен негативом, очень трудно сосредоточиться.
Первое правило настоящего мужского мужика. Если тебя захлестнули чувства, ну-ка быстро разлистай их.